Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео я хочу сделать очень необычным и удивительным. Досмотрите его, пожалуйста, до конца и напишите ниже в комментариях, как вам такой формат. Я очень ценю вашу обратную связь, поскольку в первую очередь делаю все эти видео именно для вас. Приятного просмотра! Сегодня мы подробнее поговорим о критике, манипуляциях, контроле и прочих прелестях тревожного типа привязанности, а самое главное о том, что же делать людям, которые используют эти стратегии поведения, и тем людям, к которым они применяются. Поехали! Из прошлого видео, ссылочку на которое я оставлю внизу в описании, а также здесь в подсказках, вы помните, что из-за непостоянной реакции взрослого на проявление ребенка последний применяет в ход любые инструменты, чтобы его услышали, признали, поняли, заметили. Это реактивное протестное поведение. То есть ребенок словно протестует против невнимания мамы. Во взрослом возрасте мы используем протестное поведение не просто, чтобы получить внимание в свою сторону, но также, чтобы ощутить свою значимость для партнера и важность отношений для любимого человека. Мы манипулируем, критикуем, порицаем, потому что боимся, что нас отвергнут. А через подобное поведение мы заявляем о своих переживаниях. А поскольку в детстве не было опыта прямо говорить о своих чувствах, мы это делаем таким кривым способом. Давайте поближе рассмотрим виды протестного поведения. Первое. Отчаянные попытки установить контакт. Звонки, случайные встречи, шпионство, непринятие личного пространства. В общем, любые действия, чтобы снизить уровень внутренней тревоги и страха отвержения. Второе. Попытки вызвать ревность. Причем, чем сильнее гнев и кажущееся или не кажущееся нам равнодушие партнера, тем выше вероятность безрассудных действий. Например, измена или сайты знакомств, или какие-то случайные связи, или в нетрезвом виде путешествия на машине и прочее. И в такой ситуации человек словно кричит: «Заметь меня, услышь меня, пойми меня. Посмотри, я нравлюсь другим. Я жду подобной же реакции от тебя. Я хочу так сильно нравиться тебе. Я хочу, чтобы так любил ты меня, а не другие». Третье. Угрозы разрывом отношений. Собрать чемодан или высказывание сомнений по поводу того, что мы можем быть вместе. И вот здесь мы наглядно можем увидеть, как работает проекция. Желая показать свою боль, мы пугаем тем, чего больше всего боимся – расставанием. Причем мы же не просто угрожаем, мы хотим, чтобы нас вернули, попросили остаться. И если так происходит, то для нас это подтверждение того, что все хорошо и нас любят. Четвертое. Обвинение. Критика, оскорбление, попытки пристыдить, навязывание своих требований и правил жизни. Это следствие незнания, как попросить или выразить свои эмоции, либо же следствие даже более глубоких переживаний, например, стыд, страх, неуверенность в своей привлекательности, или же, например, желание внимания, поддержки, заботы, попросить помощи, которые подсознательно могут ощущаться по некоторым причинам постыдными. Пятое. Манипуляции разного вида. Наказание молчанием, уход во время разговора, токсичное «все в порядке» и другие перлы пассивной агрессии. Ведь прямо зачастую сказать сложно и страшно. Потому что если мы агрессируем на кого-то прямо, то это в большинстве случаев означает немедленное расставание с объектом гнева и обиды. Плюс у таких людей есть иллюзия того, что бесполезно просить, а заметить тебя могут только либо через подобные ухищрения, либо через вечное угождение окружающим людям. Давайте подведем мини-итог. Протестное поведение – это кривой способ показать свою боль. Поскольку в детстве не было опыта принятия эмоций, получения обратной связи по их поводу, то по привычке человек выбирает именно такой способ выражения своих переживаний. А что же делать? Сегодня расскажу два основных инструмента действия. Первое для тех, кто использует эти стратегии поведения, а второе для тех, кому они применяются. Основа здесь неумение выражать свои истинные эмоции. Поэтому первое, что я попрошу вас сделать, в следующий раз, когда нахлынут переживания и возникнет желание накричать, позвонить, собрать чемодан и прочее, задайте себе вопрос: какое мое желание, какая моя потребность
стоит за этим действием, к какому результату я хочу прийти с помощью этого действия. Второе действие будет для тех людей, к которым применяются подобные стратегии поведения. Помните, что у людей с тревожным механизмом привязанности не было чуткого взрослого, способного назвать эмоцию, помочь ее осознать и помочь экологично ее выразить. Например, ты злишься, потому что Вася сломал твой куличик. Конечно, это обидно, потому что ты его долго строил, ты вложил в него много сил. Мы можем с тобой либо построить новый куличик, либо подойти вместе к Васе, и ты скажешь ему, что тебе было неприятно, и попросишь его так больше не делать. Как ты хочешь поступить, дружочек? Ваша задача на некоторое время стать тем самым чутким взрослым для своего любимого человека и научить вашего любимого называть эмоцию, помочь ее осознать и экологично выразить. Если мы возьмем эмоцию гнева, для здоровья самого человека и окружающих его людей не всегда полезно кричать, бить посуду и выбрасывать телевизор с 10-го этажа. И, например, полезнее для человека будет сказать о том, что его тревожит, что его разозлило, и попробовать это изменить. Это не та реакция, которая соответствует эмоции гнева по классике. Мы не обязаны действовать так, как нам диктует наша эмоция. Мы люди, у нас есть сознание, мы вольны выбирать, и поэтому мы выбираем экологичный способ выражения эмоций для себя, для своего здоровья и для окружающих нас людей, для окружающего мира. Пример. Я вижу, что ты беспокоишься тогда, когда я не сразу отвечаю на твои звонки, пока я с друзьями или на работе. Наверное, ты переживаешь, что я о тебе забыла, не думаю. Это совсем не так. Я тебя люблю. Сейчас мне нужно полчаса, 2 часа, чтобы провести время с друзьями и закончить свою работу, а потом я вернусь к тебе, и вместе мы проведем время весело и увлекательно. Единственное, что я призабыла здесь немного об экологичном выражении беспокойства и тревоги. Здесь можно предложить, например, либо книгу почитать, либо прогуляться, то есть чтобы ваш любимый человек во время вашего отсутствия занялся каким-нибудь своим делом, а потом вы уже придете и вместе будете проводить счастливо и тепло, уютно, душевно, сердечно время. Мои дорогие печушки мои. Мы поговорили с вами сегодня о видах протестного поведения, о том, почему оно возникает и о том, как это решить. Мои любимые, начните, пожалуйста, именно с этого, поскольку это основа. Мы всегда начинаем работу с эмоций и с мышления. Ну, иногда мы меняем, да, там, с мышления, потом с эмоций. Но в любом случае это база, это основа. И потом мы на это нанизываем уже как на эту ниточку, нанизываем как бусинки другие техники, упражнения, более конкретные, более специфические, более и уже более индивидуальные, нетривиальные. Я благодарю вас за ваше время, внимание, доверие и за вашу обратную связь. Я очень счастлива читать ваши комментарии и счастлива осознавать, что полезно. Я вас очень люблю. До скорой встречи. Пока-пока.